Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз, гороскоп, июль 2023 года. Что мне по судьбе? Давайте узнаем. Будем реалистами, конечно, но, я надеюсь, метафорические образы карт, а у нас сегодня две колоды, одна из них 78 дверей. Вот какие двери для меня будут открыты? И я надеюсь, вы интуитивные люди, как раз вот эти метафоры вы как-то переложите, точнее, на свою судьбу или на свои обстоятельства и увидите для себя какие-то подсказки. Или пазл какой-то сложите. А первая колода у нас романтического таро, но здесь не совсем про романтику, это только старшие арканы. И вот каково будет главное направление или чем придется заниматься по мнению карт? Давайте узнаем. Достанем одну карту. Это будет первый наш вопрос. Что мне по судьбе? Для вас, мои дорогие. Вот почему-то хочется мне достать вот именно эту карту. Извините за их тут две, а мне предпоследнюю. Луна вот так достала. Вообще, это карта интуиции, это ваша карта Луна, это ваш планета-управитель. И, наверное, вы единственный знак зодиака, который умеете с этой Луной правильно взаимодействовать. Это правда. По ней сама по себе карта – это тысяча неопределенностей, это какой-то туман, это еще есть нерешенные вопросы, это есть то, что проанализировать рационально практически невозможно. Но можно через интуицию где-то найти подсказки на нужные вопросы, или карта хочет нам сказать, что лично для вас то, что вы чувствуете на данный момент, оно, скорее всего, и есть правда. Это где-то ваше видение, и может вам как раз указывать правильное направление. По этой карте часто проигрывается именно в этой колоде путешествия, поэтому вполне вероятно, у кого-то это переезды или, может быть, много движений будет в этот месяц, июль для вас. Могут происходить не случайные случайности, странные встречи, могут быть какие-то интересы для вас новые, может быть, оккультные, может быть, эзотерические. Может быть, знаете, своего рода, когда что-то неизвестное или что-то непознанное с нас к себе словно как магнит тянет, и мы хотим... это может в любой сфере, кстати, проиграться. Как люди такие нас могут заинтересовать, так и, например, новые грани по бизнесу или какие-то новые формы сотрудничества. То, что я не применял раньше, а здесь мне, может быть, как раз захочется этим воспользоваться. Сама по себе карта еще и приключения нам какие-то тоже обещает. Может это быть какие-то трудные, долгие поиски или ситуация, которая где-то так отождествляется с этой фразой, которая была прежде. А здесь мы уже как будто знаем, как нужно действовать. Но это мы знаем, опять же, на уровне интуиции. Ваша мудрость, ваша интуиция вас поведет в правильном направлении. Потому что в целом, может быть, вокруг вас это июль, еще какие-то не тысячи сами по себе, повторюсь, неопределенностей, когда какую-то логическую цепочку развития событий создать просто невозможно. Вот давайте, какие двери мы узнаем с вами. Нам откроются. Единственное, чтобы по карте Луна, я бы сказала, в хорошем смысле и с плюсом проигрывается тепло домашнего очага. Это наши близкие, это люди, в первую очередь, кому мы можем доверять. Это искренние люди. Их много в нашей жизни не бывает. Это может быть один человек, два. Ну, значит, тогда плодотворное сотрудничество с этими людьми. Раз. И второй момент. Мы избегаем тех мест, где много людей. Когда толпа. Чтобы не было такого значения, когда меня несет словно толпа. И я уже сам не влияю на ход развития событий. Вот такого быть не должно. Давайте мы достанем одну карту, следующую. Что войдет в мою жизнь или какие двери мне откроются? Ну, а какие закроются или что мы завершим в таком значении? Дальше мы достанем три карты. Условно поделим июль на 3 декады. Первые 10 дней. Вторые. И третья декада. И традиционно по основным сферам жизни посмотрим энергии. Это у нас будут дела, работа, бизнес. Что у нас будет по финансам, как видят карты.
и личную жизнь. Давайте узнаем, какая же дверь перед нами откроется. Ну, здесь буквально с кувалдой нам показан пятерка жезлов, показан человек, который пытается дверь пробить. Эта дверь как будто замурована, и от наших непосредственных усилий будет зависеть, войдем мы в нее или нет. У кого-то это может означать, что какая-то обстановка просто вокруг вас может быть достаточно, вот правда, в дополнение к Луне, непонятно, или мы можем себя чувствовать словно обособлены, огорожены от мира. Что-то мы планируем осуществить, а вот здесь может что-то застопориться. И словно сама по себе дверь может быть закрыта, как будто нет этой двери, а какая-то стена. Вот планы нам, возможно, придется скорректировать. Почему? Потому что по этой карте еще может быть, знаете, такая турбулентность, как переменчивость информации, сведений. Еще, правда, что-то нам непонятно, что-то ставит еще под сомнение, нет в чем-то уверенности, что да, вот нужно действовать именно таким вот образом. Или вы как будто знаете направление наверняка, но для этого нужно, чтобы обстановка как-то вот сложилась для вас. А тут что-то может не складываться. Дважды ваша интуиция вам помогает. Нужно мне пробивать эти двери или нет? Посмотрите, человек встал и замер. Нужно мне в ту сторону идти или нет? Тут ведь тоже может быть такой момент, как вопрос выбора. Или, может быть, не следует вообще от этого дела отказаться. У кого-то может встать на повестку дня. Давайте мы посмотрим, что же у нас завершается. Вы знаете, по этой карте, это по сути карта мужества, нам показан дом, да, и двери горят. Мы не можем войти в эти двери, вот очень символично. Может быть, есть какая-то тема, которую вы себе уже планировали осуществлять, а тут складываются обстоятельства, увы, немножко не так, не таким образом. Или мы должны что-то изменить кардинально, поскольку обстоятельства какие-то или ситуацию, которая сложилась помимо нашей воли, то, что вокруг нас, вот эта окружающая среда, назовите это так, мы на это не влияем, не изменим. Но свое отношение мы изменить как раз-таки можем. Вот об этом говорит карта. Нам показана женщина, которая словно в окно кричит о помощи, но она ничто не делает. Она надеется на то, что кто-то, проходя мимо, ее увидит, ей поможет. А двери-то горят. Основная мысль в этой колоде, какие двери для нас вообще открыты, либо закрыты, либо как мы с этим взаимодействуем, да, или с ключами еще. Так вот здесь, если мы говорим, одна дверь замурованная, вторая как будто горит, у нас нет прохода, мы не можем выйти в нее, но мы должны какую-то ситуацию все равно разрешить. И для нас только прыжок в будущее. Вот здесь буквально женщина должна совершить прыжок, должна набраться мужества, сделать то, чего она не делала до этого времени, и не надеяться ни на кого, надеяться только на самого себя. Значит, будет у вас, мои дорогие представители знака зодиака Рак, у каждого в своей какой-то сфере, но такая ситуация, когда вот именно ваше решение будет означать вашу какую-то перспективу или решение какого-то вопроса. И не факт, что вот эта дверь, которую вы пытались открыть прежде, она будет вам нужна. Вполне вероятно, вы от нее откажетесь, потому что обстоятельства вокруг сложатся вот именно таким образом, когда нам придется переключиться на решение каких-то других вопросов. И как раз для кого-то из вас это может быть, как, знаете, словно Вселенная нас будет направлять в каком-то нужном направлении. И это та позиция, которая для нас сейчас может быть преимущественна, даже несмотря на то, что нам придется сделать или совершить вот этот квантовый скачок, на который мы, не рассчитывали, были где-то не готовы. Давайте мы посмотрим интересное сочетание карт. Первая декада по пажу жезлов, если мы говорим двери, да, двери перед нами открываются, нас как будто ждут. И значит, есть какая-то область жизни, скорее всего, личной жизни, где нас всегда ждут, где нам всегда рады. Единственный момент по этой карте: нет ничего серьезного. И значит, у кого-то может проиграться как отношение, где, да, нам комфортно, уютно, приятно, но на короткий период времени. А так сказать, чтобы мы думали на что-то, на перспективу глобально, то нет. Или другой вариант, когда мы пока не хотим думать что-то на далекую перспективу, нас устраивает
то положение, которое мы имеем на данный момент. Но как будто двери открываются. И надо сказать, это жезлы, дела, работа, бизнес, деньги где-то вот с этим может перекликаться. А если мы говорим по символике самой карты, нам как раз рады и нас как будто встречают. И здесь больше значение, что девушка как будто встречает молодого человека, пажа, и она его как будто ждала. Она его ждала, может быть, всегда. И она его собирается ждать. Вот, ну, что-то такое тут может, как личная жизнь, и проиграться вполне. Как будто в личной жизни есть какой-то контакт или какая-то связь, которая нам приятна все-таки. И будет приятное общение, вполне вероятно, в первые 10 дней. Вторые 10 дней, а здесь у нас двери правосудия. И обратите внимание, огромные двери, у которых нет ни ключа, ни ручки, ничего. А вверху изображены весы, знак эмоционального равновесия. И мы, когда поступаем по закону, когда мы видим ситуацию таковой, как она есть, когда мы готовы что-то совершить именно с учетом какой-то иерархии, какого-то порядка, регламента или закона, тогда двери перед нами откроются сами. И здесь мы можем как раз все, что по закону, согласовывать, и причем очень удачно, вполне вероятно. Поступаем мы тут сами по закону, и мы его не нарушаем. Видимо, во вторую декаду это будет важно. И успешные будут очень согласования, правда? Значит, мы сумеем как и договориться со всеми, и нас даже впустят и откроются перед нами те двери для других, которые будут оставаться закрытыми. Вот благодаря правильному взаимодействию с людьми и где-то нашему и эмоциональному балансу, и, может быть, нашей дипломатии, мои дорогие. Поэтому вот этот момент, такой середина месяца для вас будет очень удачно в решении вопросов, которые связаны с бумагами, с документами, с согласованиями, с высокими чиновниками, с какой-то бюрократической машиной. Для вас только со знаком в плюс. Третье, по крайней мере, так видят карты. И по карте Верховная Жрица мы можем искать ответы на свои вопросы. И добавляет значение карты Луны о том, что мы ответы найдем где-то в медитации, такое тоже может быть, или какие-то вопросы у вас могут условно встать на паузу, потому что нет конкретного какого-то решения, или обстоятельства вокруг вас могут сложиться так, словно тоже все в тумане, и дверь-то тут у нас показана тоже, ее не видно по сути дела, у нас есть шар, шар, это и решение какой-то проблемы через нашу интуицию, через голос нашей мудрости, так и где-то эта карта еще и независимости, когда мы сохраняем свои позиции, и, может быть, нам придется подождать для того, чтобы какая-то обстановка для нас окончательно прояснилась. Мы словно ищем, как и дверь саму, которая от нас скрыта, здесь тоже она скрыта. По сути дела, есть только шар, и это еще и одновременно ключ, тот ключ, который находится в нас самих, наши знания или то, что мы хотим прояснить. По этой карте есть такой момент, что и в личной жизни это может для кого-то из вас проиграться таким образом, что есть отношения, которые мы не афишируем. По этой карте, я бы сказала, на третью декаду месяца мы вообще своих далеко идущих планах никому не рассказываем. Больше где-то скрытности нам это буквально помогает. Может быть, еще пока не время будет приходить к какому-то основному выводу или делать какой-то важный выбор. Здесь все же обстановка нам показали, что важно знать, да, или вот эти вот первые 3 карты, которые мы достали, они могут свидетельствовать об изменяющихся событиях вокруг нас, а они так или иначе для нас тоже важны. И пока мы не увидим, что, может быть, ситуация в чем-то стабилизируется, мы не можем тоже с чем-то определиться окончательно. С другой стороны, интуиция нам как раз поможет сделать этот квантовый скачок, даже если это будет необходимо. Но больше на самосохранение и, повторюсь, независимость. Дела, работа, бизнес. Давайте мы посмотрим. И в этой колоде карт это у нас повешенный, это вообще-то фокусник, который сам себя вот погрузил в такую емкость, и он словно не дышит, он может находиться даже в том состоянии, в котором другие не могут. Вот для вас выход может быть
в какой-то определенной ситуации по делам, работе, по документам, которые, с одной стороны, встали на паузу по независящим от вас причинам, но вы вполне вероятно можете найти как раз ту дверь и способ взаимодействия с людьми, чтобы решить тот или иной вопрос. Но все же время, потому что по этой карте есть задержки как и в делах, так и в получении документов, в оформлении чего-либо, и какой-то процесс мы не сможем ускорить. И здесь, повторюсь, больше будет важна как и интуиция, так и медитация, так и независимость. Тут ведь у нас человек себя где-то обособил. И всем, если остальные смотрят на это как на фокус, а для человека это работа. Вот какое-то ваше, как и состояние души, так и видение через интуицию может быть основой всего. Даже то, что касается дел конкретных, касаемых документов или чего-то еще такого, то, что в нашем материальном мире играет большую роль. Почему-то ваша интуиция от начала до конца, мои дорогие представители знака зодиака Рак, это вас, знаете, ваш не просто Луна, небесный управитель, а это еще ваш руководитель в июле месяце. Правда? Что у нас по финансам? И по пажу-то кубков тут тоже, посмотрите, идет человек, который неплохо, в общем-то, одет, но он находится среди пустыни, он несет какую-то рогатину, то есть какой-то предмет. И что-то он собрался делать, которое, ну, никому не понятно, ведь, правда, нам карта не поясняет. И для вас это могут быть как новые грани сотрудничества, как новый способ заработка, как что-то выйти тут, как альтернативные варианты для себя самого по работе, по решению финансовых вопросов можете увидеть. Но я не могу сказать, что мы куда-то ускоряемся. Скорее всего, мы тут что-то можем еще пока словно просчитывать, к чему-то прицениваться, прицеливаться, с кем-то взаимодействовать, договариваться. Но сказать, что, к примеру, мы тратим деньги в июле, вот как будто нет. Здесь больше мы пытаемся освоить какие-то новые как перспективы, так, повторюсь, и грани сотрудничества. Совершенно какая-то ситуация нестандартная может быть у вас по деньгам. Поэтому деньги мы не тратим. А вот как зарабатывать или как мне переложить какие-то возможности по получению денег, может быть. Да, могут задерживаться деньги, потому что какой-то ресурс не сработал, вполне вероятно. Поэтому тут будет важно где-то не оборачиваться к какому-то прежнему опыту, он тоже тут в этом месяце может не сработать, мои дорогие, а искать какие-то новые альтернативные варианты для вас по заработкам или по деньгам точно придется, или по решению каких-то вопросов. В личной жизни что? Какая-то синхронность должна быть, какое-то взаимодействие с людьми, на которые вы можете опереться. Видимо, искренность в отношениях и доверие как будто будут основным лейтмотивом. Тысячи неопределенностей на июль может быть, но вы можете захотеть, кстати, словно причесать свое окружение и задать себе вопрос, кому я могу доверять. И избавиться вас обстоятельства могут заставить от тех отношений, которые наносные, или когда в нас просто заинтересованы. А тут именно какая-то слаженность в работе, может быть, слаженность в отношениях, когда не нужно говорить много лишних слов. Обстоятельства могут так сложиться, что мы без слов на интуиции словно должны друг друга понять и сделать что-то синхронно. Двойка пентаклей часто это взаимодействие, есть определенная легкость. Но и в этой колоде, словно лимнискаты, обратите внимание, изображены вот эти два круга, в которые ныряльщики словно опускаются, и от их слаженных действий будет зависеть, какой резонанс будет от этой обстановки. Вот такой правильный резонанс от взаимодействия, как в личной жизни, в паре, как, может быть, по вашему бизнесу, работе. Поэтому один даже человек, но надежный и проверенный, для вас будут важнее, чем сотня непонятных, словно прохожих. И придется, может быть, набраться мужества и принять какое-то окончательное решение, чтобы прыгнуть в это самое будущее. Ну, так вот, не могу сказать, какой-то сложноватый немножко расклад на июль, потому что не карта, вроде бы, мне все кажется, я новую достану, и нам сейчас
пояснение придет. Но нет, вы люди интуитивные, я надеюсь, вы свои какие-то подсказки уловили, потому что каждая карта, она немножко все-таки разрозненная. Но именно благодаря интуиции вы сможете сложить этот пазл. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.